Марина, что ж вы опаздываете? Я пока не было, у вас и рисунок подготовил. Так, давайте быстренько будем начинать. Так, фотография. Где вы ее взяли, кстати? Нашла на сайте. Так, Анастасия Кучина. Потом нужно будет отметить. Угу. Так, хорошая фотография. Так, работаем на земляных красках. Умбры, охры. Пока ничего яркого не будет. Здесь стилизованная фотография, обработана в таких сепий. Так, смотрите, принцип такой. Будете помогать потом мне, когда буду заниматься с другими. Для начала здесь очень полезно, как материал, работа с трава, шерсть, волосы. Заодно получится. Для начала нужно набрать тень, подобрать цвет тени, то, что внутри, чтобы потом поверху прокладывать полутень и свет. Вот здесь, что у нас тут, умбра ленинградская. Сравниваем, смотрите, сам принцип такой, не напрямую. Здесь нам может показаться почти черной краской. Ни в коем случае напрямую нельзя ни с натуры списывать, ни тем более с экрана он светится. Нужно идти через белила, сравнивать на палитре. То есть ляжет ли вот на этот тон, цвет соломки какой-то, охристый или какой-то. Смотрим, да, примерно вот такой. То есть не чисто черный, если чисто умброй, хотя некоторые места можно и умброй. Да, пишем на сухих разбавителях. Здесь всего лишь 10% масла, остальное white spirit, для того, чтобы можно было потом поверху работать. Вот так, пока расписываемся, не берем важные объекты, сначала так разгоняемся на периферии. К тому же нам нужно будет время, чтобы вот это все просохло, чтобы потом поверху можно было писать. White spirit такой не пахучий. Это финский этот текурила. Я что-то купила, это прям я не могла выветрить, наверное, на 2 дня квартиру. Финский вы купили? Нет, я не знаю какой. Финского 2 вида есть. Текурила с голубой, он в России делается, он пахучий достаточно, который с оранжевой этикеткой, он так более-менее не пахнет. Хотя тоже злоупотреблять им нельзя. То, что он не пахнет, это так может, какой-то и вы можете просто купаться в нем, не зная, сколько вы вдыхаете. То есть, аккуратно все-таки с ним нужно проветривать и так далее. Так, вот, например, вот этот участок. Аналогично вот это записываем. Я немножко сместил композицию влево от центра, чтобы голова не была в центре. Будет более правильно. А вот эта подкладка, она не даст нам разбелить. Во-первых, она помогать будет там где-то, где оставаться. То есть, это очень полезно писать на таких грунтах колерованных, с имприматуркой с какой-то. Так. Немножко можно оттенки добавлять, какие-то почувствовали где-то краснее немножко. Какой-нибудь вот это, по-моему, сиена жженая. Большими массами работаем, большим инструментом. А вот в прошлый раз мы сначала рисовали белые цвета. То есть вот когда есть белые, допустим, как у нас тут козленочек. Да, можно и так, и так. Нет, по-хорошему художник заходит с теневых. А к теневым потом буквально пристраивает полутень и свет. Но можно как камертон взять и самые светлые места, вот, например, там в шкуре козленка. Да, как начинающим, смотрите, здесь цвета очень сближенные. Можно, есть программы такие, очень полезные, например, колориметр для iOS. Чтобы цвет увидеть, это на камеру покажу. Просто выбираем, например, какой-то сложный цвет. Щека. Сравним с белым. Можно даже посмотреть покрупнее. То есть даже самые светлые места берем на ребенке. Это, жемчужные названия какие-то странные. Он не белый. Он может показаться, что это белый, на самом деле относительно белого это не белый. Цвет подшерстка можно узнать. Смотрите, какой темный. В соломе какая-то название странное, но это не черное на самом деле. Очень полезное. Да, сиена натуральная в разбеле, будем на ней работать. То есть пока не вводить никаких оттенков, просто на умбра, сиена, возможно, жженые немножко добавлять. То есть не нужно сразу
в оттенке выдаваться. Пока можно решить просто в таких вот в основных тональных цветах, а потом их уже можно обогащать, как-то немножко идентифицировать каждый оттенок. Бутылочку будем эту рисовать? Да, почему? Будем, Мне хорошо. кажется, она прям сочетается с козленком. Хорошо. Нет, фоторабота замечательная. Я глянул эту фотохудожницу, у нее там замечательные фотографии. Она из Новгорода, по-моему, из Нижнего. Я периодически, когда листаю интернет, вижу какие-нибудь картинки, я их сохраняю, а потом... Вот козленок, смотрите, цвет под шерстку определяем, не боимся темноты. Вот такой вот какой-то. Вот смотрим, ляжет ли на вот этот тон шерсть достаточно светлая, ну, в этой части холодная, кстати. Ну да, примерно вот такой вот тон нужно брать. И смело вот эту темноту тонким слоем подкладываем. По форме. Сразу немножко по форме. Не как нам удобно, а немного форму строим. Это помогает взгляду понять, прочитать объект, когда мазок по форме. Умбры хорошо чем? Земляные краски, они быстро схватываются и удобно вести работу. То есть уже через час, вот как вот эта умброчка, сколько тут час прошел, вот она уже схватилась. Ну и впиталась и немножко даже высохла. Желательно разным инструментом работать, чтобы не тратить время на отмывку. Да, все щетиной. Пока что она практически вся будет написана щетиной. Белёс, хотя, нормально, кстати, главное потоньше немножко. Так. Вот если лишнее, нужно снимать. Чем? Тряпкой? Кисточкой? Ножиком, тряпкой. Кажется. Просто чем тоньше работать слои, особенно тень-полутень, тем легче вести работу. Легче, экономичнее, тоньше нюансы цветовые. Вот так, в притирочку. Но вот такого брака не должно быть, когда холст просвечивает. Вот лишь бы прикрыл. Вот это вот оптимально. Сейчас она кажется очень темная. Да, она может показаться очень темной, но это правильно. Мы вот сравниваем с белилом. Вот самое главное, тогда не страшно. Понимаешь, что так и должно быть. Потому что разбелка – это бич начинающих художников. Особенно, когда на белом холсте это почти в 90% всегда немножко разбеленная работа получается из-за того, что мазок на белом фоне кажется очень темным. К тому же вот эта темнота нам нужна для того, чтобы показать свет. Вот только относительно темного светлое светится. Вот, тут такой закон. Да, еще что важно, это вы, наверное, знаете, свет нужно делить по температурам обязательно. Вот здесь теплый свет падает, теплые тени, значит, будет, а вот это теневое более холодное. Точнее, не то, что холодное, не значит, что синий нужно вводить. Достаточно просто более спокойно взять тоже умбру. Она отдает зеленым оттенком, умбр в разбеле. И относительно этого этот спокойный цвет будет казаться, относительно вот этого будет казаться холоднее. Вот. Так, цвет тела, вот та же сиена с легким добавлением красного, с небольшим добавлением красного, такой вот спокойный цвет, полутон берем, такой вот, подбираем, так, светло, чуть потемнее. Пока так же, без оттенков. Вот как под волосы, как и под шерсть козленка мы ребенку кладем такой теплую тень. Так, чуть темнее.
Да, белила, смотрите, белила я всегда перед работой разминаю с white спиритом или скипидаром, чтобы мягче было, чтобы не тратить время. Вот они мягенькие, податливые, на поверхности через несколько минут они, разбавитель выветривается, они становятся гуще. Вот, тем самым позволяет снова поверху ложить без особого смешивания. То есть это очень полезная такая вещь. Иногда даже и цветные краски я разбавляю, чтобы они были одинаковой мягкости. То есть работа идет быстро очень. И, кстати, экономно достаточно по краскам расходится, немножко разбавленная. Вообще важно писать быстро? Так, погромче. Писать быстро важно вообще? Скорость имеет значение? Нет, ну, конечно, вы должны на пределе своей скорости. Ну, не на пределе, но вообще, вы знаете, как алла прима, когда ты пишешь этюдно, это очень важно. Очень важно писать быстро. Тогда свежесть сохраняется, чистота, необходимые артефакты возникают, какие-то случайности, которые украшают работу и не засушивают ее. Но когда работа длительная, качественная, вот эта сентенция, искусство не требует, не терпит суеты, это вот правда. Нужно работать вдумчиво, поэтапно, не стараться в один день что-то закончить. Так, лицо, смотрите, лицо можно делать чуть-чуть больше, чтобы была возможность обрезать профиль. Понимаете, особенно когда рисунок не очень точный, лучше сделать чуть-чуть, буквально там пару миллиметров, на миллиметр в данном случае больше, чтобы можно было фоном обрезать. Вот, не знаю, очень чувствуете или нет, как помогает фон, вот этот цвет. Без этого на белом все очень сухо смотрится. То есть, когда пишешь портрет, желательно умброй пройтись. Ну, обычно художники умброй, она такая родная к оттенку кожи. Легкий такой зеленовато-коричневый, он очень помогает потом. Так, смотрите, чем труден портрет в профиль? Он труден тем, что обычно получается плоский профиль. Вот очень трудно, нужно ухо, в данном случае у нас только ухо, вывести, волос нет особых спереди, то есть, ну вот с тыльной стороны. И вот это ухо нужно сделать максимально контрастным, контрастнее, чем вот носик, глаз в том числе. Это выведет объект, сделает его округлым. Ну, плюс рефлексы и все такое. Так, вот на ухе заметил, тоже нужно читать. Смотрите, ухо холоднее, вот чувствуете или нет, оно чуть-чуть холоднее, вот эти цвета, чем, ну, например, здесь в коже что-то. Берем уже холодный краплак немножко добавляем, чтобы слегка охладить эти оттенки. Ну, смотрите, тонкими слоями миксируем прямо на холсте. Можно полезно вот так вот еще более снять краску, утоньшить слой. Опять же, чтобы максимально облегчить себе работу. Вот сейчас тут пыльца какая-то, ну, чуть-чуть краски, которую легко моделировать. Если было краски много, было бы каша, мы возились в этой каше. А из-за того, что вот грунт хороший, она не снимается. Да, потому да, что да. один раз я попробовала, она снялась до белого. Да. Ну, это мой грунт, он держит краску. У него тоже есть недостатки, он особо ошибок не прощает. Ну, если какие-то ошибки, уже не так просто снять тряпкой. Вот. Но зато это дисциплинирует, ты уже более ответственно думаешь,
ребеночком работы много. Да? Да. Вы что? Нужно объем Лицо, задавать. да, как будто он все. Ну, ухо еще все. А лицо Да там нет, вы что, еще. Еще контрасты поднимать, опускать. Еще много очень работы. Цвета можно наложить. Вот если, ну, здесь еще работы много, нельзя так густо прикладывать. А вот здесь где-то уверен, более-менее тут ошибок нету. Ну, то есть здесь ошибки простительные. И здесь уже можно прям финишно прикладывать очень густо краску. То есть помним это правило, тень, полутень пишется тонко, а свет по желанию. Можно как тонко написать, так и пастозно. Тоже пальчики можно чуть-чуть больше сделать в размере, чтобы точно так же можно было обрезать с характером. Здравствуйте, здравствуйте. Тени пока что вот эти позабивайте так, ну, вдумчиво смотрите. Да-да-да. Тоненько, притирочку, вот это, ну, это по сути брак нужно снимать. Сейчас все сниму. Темнее. Где? Тут? Да, не ляжет. Ну, видите, там в основе какая тень. Почти как вот здесь, ведь здесь. Достаточно темно или еще темнее? Нет, еще темнее. Снимайте ножиком, тряпочкой просушите, потому что не ляжет солома, она не будет. Ее придется прокладывать тогда белым. Чисто. Вот смотрите, вот где-то вот такой тон должен быть в этом месте. А на него смело ляжет потом уже то, что нужно. Иначе, ну, будет чисто тональная ошибка. И вот так вот вы вот так немножко, как бы повторяете форму колеса неверно. Нужно вот перемешечку вот так вот прокладывать. Кстати, пальцем хорошо растирать. Жалко, что маленькая головка, чем меньше, тем труднее работать. Обычно в натуральную величину пишут. Вот когда учатся, натуральная величина.
Очень удобно тогда пальцем соединять оттенки, вот эти вот полутона между собой соединять. Или брать вот такую растушевочку какую-нибудь. Вот синтетика достаточно мягкая, и вот ей по форме. Все время вытираем, она должна быть сухой абсолютно, чистой. Что касается волос, солому будем использовать строительные кисточки. Вот это основной такой принцип по шерсти. Мы будем вот этой кисточкой и солома писать свои волосы, и шерсть на высветление. Сначала полутон по форме обязательно. Ищем, кстати, температурный оттенок. Вот здесь в тени, она холодная. Просто умбра в размере. Ленинградская умбра. А там разве нет каких-то голубых оттенков? Ну, вы знаете, можно индиго немножко зацепить. В принципе, да, чуть-чуть можно охладить вот это место. Да, вы правы. Вот смотрите, легко по тонкому. Понимаете, как легко пишется? Она еще даже не схватилась. Хотя по-хорошему можно подождать, пока она схватится. Можно, опять же, вот промокнуть, чтобы поменьше смешиваемость была. Вот так коротенькими мазочками по форме. И это из темных, да? Нет, потом к светлому. Да. Вот это полутон ляжет, скорее всего, еще свет на него. Посмотрим, все станет ясно, когда забьются вот эти вот места, и потом уже как бы начистую еще что-то уточнится. Вот, краски мало, легко укладывается все. Здесь легкий контрсвет, шерсть ловит не только вот этот свет, но еще вот шерстиночки видны на выходе, вот с этой стороны, чуть-чуть светлые должны проложить. Смотрите, вот эту солому будем писать тоже, наверное, можно даже выстричь, сделать более порванную кисть. Вот так вот как-нибудь ножницами, чтобы она оставляла такой совсем уже трепанный след. Сейчас. Вот такая вот кисточка. Смотрите. И уже можно набирать какие-то вот на ближнем плане с оттенком, с красненьким. Тоже сначала полутеневую. Хаотично. А потом, желательно подождать, пока выветрится, потом уже более светлое что-то, и потом более осмысленно уже тонкой кистью. Вот эти, да, которые... Да, большие соломинки всякие. Так, я пойду сейчас. Смотрите, забивайте места, но помните, темнее. И хаотично, да? Да. Ну, в данном случае соломинка хаотично. Хорошо. Так, Марина, продолжим. Да, ножка светловатая, ну ладно. Так, сейчас можно, смотрите, соломкой заняться. Берем ту же сиену, кисточку. Опять подбираем цвет полутона, полутеневых. Каждую соломинку повторять не нужно. Нам нужно как бы, такую атмосферу сделать.
Так, смотрите, вот этими же осмысленными мазочками перекрываем вот этот хаос. Вот там они темные, нет? Или те Да. не пробуем? Они Нет, когда закончим с козленком, тогда, конечно, перекроем. Пока вот это вот место. Вот так. Вот этой информации достаточно, то есть много не нужно. Там, конечно, больше в природе, но чтобы картина не пестрела, можно, да. Но сначала лучше сделать вот этой кистью. Так, полутонно идти сначала. Или вообще лучше с колеса там подальше. Ну да, вы потренируетесь на колесе. Смотрите, кисть слабо, она наполнена, во-первых, в нужную меру. То есть краски не должно быть много, иначе плюшками много краски плюшкой снимется, когда мало, она будет просто царапать, не оставлять ничего. Вот, и без давления. Вот так вот. Вот черновая работа. Вот. А потом осмысленная и более светлая. То есть можно, буквально охру. Здесь место светлое. Тут можно не сиену, а охру разбавлять. То есть место теплое. Сюда солнце попадает. Да, действительно нужно потоньше найти. Я Потом подсохнет, вот эту резкость можно еще снять, немножко успокоить жесткость. Вот потом можно, когда подсохнет, вот это цветочная, вот эта мягенькая кисть, чуть-чуть сбить, вот так вот, едва касаясь, чтобы ушло, немножко ушло вот это состояние. Вот краски мало, и все очень качественно растирается. Она еще подсохла, да, немножко? Да, немножко подсохло. Земляные краски, я уже говорил об этом, сохнут очень быстро на лету. Кстати, очень портят кисти, нужно внимательно, если поработал с умброй с какой-нибудь, особенно Марс оранжевый, то есть Марс желтый, вот такие вот Марсы, они моментально, час и все, не досмотрел, и тонкая кисточка, она и высохла. Все, и потом нужно срочно отмывать. Вот здесь разбивать чуть-чуть, можно сглаживать, снимать контрасты, касания. Вот поработали и немножко смягчили то, что сделали. Вот здесь все жестко должно быть, вот в этом участке, а на периферии это уже как бы немножко подчиненное, можно сбивать напряжение. Вот щетинка такая дешевенькая, по-моему, строительная кисточка какая-то. Вот, но она хорошо, то, что она не собрана, она не вот так собрана, как художественная кисть, она вот такая вот, и вот дает такие просветики. Потом, да? Глаз. Потом поправить. Ну, вообще, по-хорошему, надо сразу. желательно сразу. Вообще, очень полезно писать сразу все силы, пока ты видишь хорошо важные места, основные, да. Потому что, это такой чисто психологический эффект, когда у тебя начинает тот же козленок смотреть, или там ребеночек, головка получилась, все, у тебя хорошее настроение, ты на вдохновение заканчиваешь работу легко. Потому что силы у нас падают, конечно, по экспоненте. Там, вот, и нам нужно свежий взгляд бросить на главное.
Сейчас можно повышать контрасты, то есть светлое делать чуть светлее, темное темнее. Потихоньку можно навязывать уже, тут особо не видно, ну вот, например, щечки хочется чуть-чуть розовенького навязать, хотя там этого незаметно. Тоже берем, смотрите, краску, обмакиваем, ну тот же кадмий красный, светлый, и снимаем излишки, не вытираем, а так вот промакиваем, и как пудрочку чуть-чуть в нужное место закладываем, втираем. Это же буквально такая, знаете, есть техника сухая кисть, по-моему, или как это называется. Ну, есть такая. Короче, когда ты просто сухой кистью, практически сухой... То есть как макияж. Да, вот что-то такое. Растираешь, пластику делаешь, ну, то есть гоняешь немножко краску на нужное место, оттенки добываешь какие-то нужные. То есть краски здесь минимальное количество, поэтому она послушна, с ней удобно работать. Так, скажите, что вы делали сейчас? Соломка. Хорошая соломка, только ее чуть объединить, чтобы, понимаете, вот пестрая и пестрая рядом нельзя. Пестрая на пестром не пишут. Чуть-чуть вот. И желательно объединять по направлению света. Если у нас свет отсюда идет, чуть-чуть вот так сбивать. Вот, но чтобы вот это все видно еще было, виднелось, ну, смутненько. Смотрите, вот здесь немножко горит на свету. Прокладываем почти белила, ну, с охрой. Такое количество краски такое нормальное. И потом щетинкой вот этой строительной мы вытаскиваем. Такой кисточкой вот так. Да. Ну да, ну можно выкладывать, но мы же живопись, делаем живопись в один сеанс, это, ну как бы свойственно живопись в один сеанс закладывать какие-то вот такие, ну... Толстые мазки. Да не толстые мазки, а как бы, чтобы свежо было, живопись не заглаженная, какая-то вылизанная. Эти мазки дают подчиненности, то есть это как подчиненное, оно притягивает глаз, как менее выделанное к более сделанному, что ли. Ну вот такая вот свойство такое есть. Если будет фальшивить, можно немножко подгладить, если будет так коробить немного взгляд, можно подгладить. Засветлили ножку, так и белила эти лежат снизу.
у вас проблема разбелка, вы прямо напишите разбелку себе на картоне. Вот здесь, чтобы не писать мелочевку всякую, можно вот таким способом, мягкой кистью на высветление что-то. Тем более у нас уже почти стала краска. Очень легко это делать. А сверху пропишем какие-то, да? Да, парочку, буквально парочку веточек каких-то. Ну, по сути, даже тут можно было вот эту солому вот таким способом делать. Да, нужно было вот так работать. Можно попробовать немножко намек на свет дать. Вот такой мягкой кистью широкой. Он и объединит заодно вот эту соломку заднюю и покажет косые лучи. Нужно прямо на объекты заходить, вот на этого козленка. Вот прям вот так. Злоупотреблять нельзя, это не должно бросаться очень сильно в глаза, иначе получится такой дешевый эффект. Чуть-чуть. Наверное, в самом конце, да? Да, нет, вот это можно, конечно, да. Ну, это второстепенный участок все. Вот это нужно выделить все-таки колесо. Оно имеет такую смысловую нагрузку, ну, то есть это все-таки не... Его можно немножко прописать, там, вплоть до каких-то намеков на гвоздик, если вы там найдете. А вот это уже все, тут вот этот угол хорошо.
спросила по поводу вот этих пятен, потому что тут хочется тоже пыли добавить. Пыли? Ну, знаете, вот когда просвет идет Пыльца. откуда-то, тем более вот такая вот в такой атмосфере всегда что-то летает. То есть Пыльца, да, можно набрызгать, сейчас набрызгаем. Сейчас вот чуть-чуть зелененького добавим, травяной. Кое-где. Смотрите, Марина, по поводу пыльцы вот этой разбавляем, ну, наш базовый сиену, базовую краску на тройнике, ну, вот этом, жиденько разбавляем, кисточка строительная, разбавляем, потом, смотрите, не отжимаем, а вот так снимаем излишки влаги и пробуем сначала на палитре, вот так вот, вот я покажу, не знаю, берет, не берет, на палитре, вот так. Берем и смотрим, какие следы оставляются. Ну, вот такие вот. как вот так вот. Да. Чуть-чуть. Вот так. Линию такую. Потому что оно, чтобы когда прямой луч. Так, чуть темнее. Вот так, очень много не нужно. Да. Вот. И все. Больше Всё. мы не трогаем. Да, это уже место не трогать, потому что сотрется. Марин, ну что? Все. Все? Да, супер. Ну супер, хорошо поработали. Молодец.